Друзья, всем привет! Сегодня первый день, когда вся Москва находится на самоизоляции. Вчера вечером, в воскресенье, Собянин подписал указ, который предписывает, что теперь все москвичи должны находиться обязательно дома и не выходить никуда без особой надобности. До этого такие правила действовали только для пожилых людей, кто старше 65 лет. Значит, какие делаются исключения? В каком случае вы можете выйти из дома? Если вам нужно выбросить мусор, если вам нужно сходить за продуктами в ближайший магазин, если вам нужно обратиться за медицинской помощью, а также если вам нужно сходить на работу, если ваша организация еще работает. Большинство организаций, они уже давно перевели своих сотрудников на удаленку, чтобы не подвергать риску, но остались работать магазины, некоторые продовольственные аптеки, остались работать компании, которые занимаются жизнеобеспечением города. Мы работаем. Для тех, кто не знает, у меня есть сеть доставок, Варламов есть. Мы работаем только на вынос. У нас 8 кухонь в центре Москвы. Все они работают. Сегодня все вышли на работу. Продукты привозят, еду готовят. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Антисептика достаточно. Так что заказывайте еду, пока мы еще работаем. Вот я, собственно, сейчас выехал. Мне надо проверить там некоторые кухни. И по дороге хочу показать вам, как выглядит сейчас центр Москвы. А центр Москвы выглядит абсолютно пустынно. То есть вообще нету людей. Я такое, если честно, вообще не помню никогда. Вот ходят какие-то редкие люди с пакетами, такими перебежками. Слушайте, вообще похоже на какой-то зомби-апокалипсис. То есть только редкие люди идут с пакетами и какие-то вот там дворники, еще кто-то, но ни людей, ни машин, вообще никого нет. Сегодня понедельник, Яндекс показывал 0 баллов. Мне кажется, это вообще первый понедельник за всю историю Москвы, когда в привычный час пик было 0 баллов. Вот посмотрите, улица Покровка. Нет ни одного автомобиля и какие-то вот редкие прохожие. Вот какие-то первые машины поехали. Здесь уже больше прохожих. Здесь работают некоторые организации. Вот работает банк, работают продовольственные магазины. Поэтому здесь немножко есть люди, которые вот, собственно, вышли там за продуктами или у кого еще работает компания. Вчера вечером заблокировали, вот видите, все скверы, любая вот зелень. То есть где еще недавно люди могли гулять, сегодня все заблокировано. Посмотрим, как выглядит бульвар. Здесь, на Чистых прудах, находится, кстати, наша первая кухня. С этого начинался Варламов есть. Но я надеюсь, у нас удастся как-то преодолеть этот кризис. Многие рестораны сейчас закрываются. Ну, посмотрим, что будет у нас. Ну, вот, собственно, бульвар. Здесь Чистые пруды. Обычно здесь гуляет много людей. Но сейчас все закрыто. И висит объявление, что пребывание вот в парках и на парковых территориях, оно ограничено. Вот, избегайте длительных прогулок, мест скопления людей. Соблюдайте социальную дистанцию в 2 метра. Берегите себя и своих близких. К выбору такси у нас не всегда относятся осознанно. В стремлении сэкономить люди часто выбирают наиболее доступный вариант, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью своих близких. Это странно, учитывая то, что качественный сервис сегодня можно получить за вполне приемлемую цену. Как вы уже могли догадаться, речь идет о Get. У них очень строгий отбор водителей с тщательными проверками документов и комплексными экзаменами. Что особенно важно, они не сотрудничают с водителями с плохой репутацией. Минтранс сейчас разрабатывает закон, который запретит работать таксистам, людям с неснятыми или непогашенными судимостями, но примут его не раньше 2021 года. Поэтому я предпочитаю ездить на Get, вместо того, чтобы постоянно рисковать нарваться на какого-нибудь неадекватного водителя. Второй важный плюс Get – это комфорт. Мне очень нравится, что автомобили всегда чистые и новые, что у меня есть возможность самому выбирать радио, температуру в салоне и скорость езды. Еще одно преимущество – если у вас в нужный момент не оказывается интернета, то вы можете вызвать машину по телефону, позвонив по короткому номеру *333. Если вам тоже не безразлична ваша безопасность и комфорт, то можете прямо сейчас установить себе приложение Get на телефон. Ссылки будут в описании к видео. Как вы помните, карантин начал действовать с субботы, и вот первые 2 дня в Москве стояла теплая погода, и многие москвичи, они отправились на шашлыки, решили это время провести не дома, а как-то весело отдохнуть, собраться. Собственно, на эту тему было много критики, я уже говорил, хочу просто повторить свою позицию. То есть в сети было много фотографий, где люди жарят шашлыки в Серебряном Бару, и их начали критиковать, там в их адрес было много оскорблений. Что здесь надо понимать? Я совершенно не виню этих людей. Проблема не в людях,
кто в выходные решил пойти пожарить шашлыки. Эти люди, раз они приняли для себя решение вместо самоизоляции, раз они выбрали для себя решение пойти жарить шашлыки, значит, они по какой-то причине не поняли реальную опасность. Им эту опасность не объяснили. Потому что ни один нормальный человек, осознавая реальную опасность для своей жизни и здоровья, он не пойдет с детьми куда-то собираться. Значит, есть какое-то большое количество людей, которые просто не оценили все риски, которые не поняли ситуацию. И это задача правительства этим людям объяснить, что вообще происходит. Наши власти, которые сегодня контролируют большинство телеканалов, газет, радио, они, используя доступные им средства, не смогли объяснить людям, что неправильно, не нужно идти жарить шашлыки. Кроме того, у меня возникает вопрос, а почему, например, этот Серебряный Бор не закрыли? Почему вот сейчас, да, бульвары, все закрыто, сейчас здесь ты не погуляешь, все оцеплено заборами. Но почему это не сделали сразу в субботу? Проблема не людей, проблема вот в организации этого карантина. Ну, собственно, как говорят, что одна из причин введения такого очень жесткого карантина, который вот ввели сейчас, вот самоизоляцию уже всех, она как раз была вызвана тем, что по-хорошему вы не понимаете, мы вам сделаем по-плохому. Ну вот сейчас, видимо, у нас сценарий по-плохому. Посмотрим, что будет дальше, потому что, опять же, на сайте мэра появилось сообщение, что меры, вот эти карантинные меры будут ужесточаться. Как именно, пока непонятно, то есть новости просто приходят каждый день, и невозможно понять, что будет к вечеру, не то, что завтра. Ну, как говорится, будем наблюдать. Вот, курьерчик кому-то повез доставку из Варламов есть. Кому-то повезло. Общественный транспорт продолжает работать. Никакой речи о закрытии общественного транспорта пока нет. То есть вот ходят трамваи. Сегодня работает метро. Ну, я в метро не был, но вот говорят, что метро работает. Продуктовый магазин. Но вот здесь, в центре, народ куда-то ходит, но в основном за продуктами. То есть люди вот, видите, с такими тележками, большими сумками покупают в центре еду. Вот так вот выглядит бульвар. Все бульвары, то есть все зоны, где теоретически народ может гулять, отдыхать, все перекрыты. На этом бульваре всегда было много бездомных, и вот они сейчас собрались за ограждением, такой вот большой группой, там порядка 10 человек, и они вот обсуждают, я не знаю, видимо, что им делать. Это, кстати, большая проблема, потому что о бездомных людях сейчас точно никто не думает, как им прокормиться, что им делать вообще, как им дальше жить, потому что нужно понимать, что раньше они существовали за счет подаяний, которые им делали прохожие, и за счет там различных кафе, кормили, оставляли им еду. А теперь, конечно же, они попали в очень тяжелую ситуацию. Во-первых, нету людей, никто сейчас им не помогает. Также не работают кафе, рестораны, где они раньше могли как-то кормиться. Но я надеюсь, во всей этой чехарде о бездомных людях тоже не забудут. Я напоминаю вам, что люди, которые оказались на улице, они не всегда какие-то конченые наркоманы, они не всегда сами виноваты в этом. Часто за всеми этими историями стоят трагедии. Я делал фильм по бездомных людях вместе с «Ночлежка», это организация, которая им помогает. Кто не видел, посмотрите, ссылочка будет в описании, вот сейчас есть в подсказочках. Вот какой-то редкий народ еще ходит, но опять же, я говорю, в основном в центре только те, у кого еще работают их компании, много курьеров и люди, которые вышли за продуктами. Сейчас 12 часов. 12 часов, то есть такое время, когда обычно в Москве просто не протолкнуться. Сейчас вот видно, что пустые парковки, никого вообще нет. Относительно того, что будет дальше, не очень понятно. Появилась информация, что в ближайшие дни в Москве ведут пропускную систему, то есть выходить на улицу можно будет только обладателям специальных пропусков. Как это будет работать, не ясно. Источники «Медузы», они сказали, что сделают QR-коды. Всем нужно будет на сайте мэра зарегистрироваться, нужно будет ввести место своего фактического проживания, место, где вы работаете. То есть, видимо, нужно будет как-то получить разрешение на право ходить на работу, и вы будете с этим QR-кодом ходить по улицам. Сотрудники полиции, Росгвардии получат, видимо, какие-то полномочия проверять ваши QR-коды, в которых будет зашифровано место вашего фактического проживания, а также где вы работаете, чтобы они могли проверить, вы праздно шатаетесь по улице или действительно вышли в магазин, или вышли, чтобы дойти до работы. Это совершенно непонятно, как это будет работать, начиная вообще от того, что довольно сложная история. В Москве живет там 12-15 миллионов человек, и как сейчас все эти люди пойдут на сайт мэра получать QR
QR-коды, выдержит ли эта система, насколько вообще надежно будут храниться данные. То есть сейчас людям предлагается оставить все свои данные и довериться, что они не окажутся завтра где-то на рынке. Да, немножко какая стрёмная история, тем более, опять же, обычно такие сложные системы поднимают месяцами. Но вот сейчас, видимо, у программистов мэрии стоит задача за несколько дней сделать систему выдачи этих пропусков и разрешений. Потом еще нужно как-то обучить сотрудников полиции, чтобы они могли проверять их. То есть, видимо, должно быть какое-то оборудование, которое будет считывать эти QR-коды. В общем, пока ничего не понятно. Сказано, что порядок вот этой пропускной системы будет отдельным указом объявлен в ближайшие дни. В общем, посмотрим, что они придумают и как будут выглядеть пропуска для тех, кому нужно по работе, например, выходить на улицы. Также не очень понятно, как будут, например, наказывать нарушителей. То есть вот на сегодняшний момент не предусмотрено никакой серьезной ответственности. То есть штраф за нарушение вот этой вот эпидемиологической истории это у Роспотребнадзора 500 рублей. То есть, если сегодня вы нарушите карантин, то максимум, что смогут получить, это 500 рублей. Но уже сегодня, в 9 утра, выступило правительство, которое одобрило поправки в административный кодекс об увеличении штрафов. Значит, что предлагается? Штрафы для физических лиц будут от 15 до 40 тысяч. То есть, если вас за нарушение карантина останавливают на улице сотрудники полиции, то вас могут оштрафовать в первый раз от 15 до 40 тысяч, за повторное нарушение до 250 тысяч. Для юридических лиц все это гораздо выше. За повторное с юридических лиц вообще будут брать 500 000 рублей. Как будут приниматься все эти штрафы, все эти ограничения, кто будет контролировать, пока вообще ничего не понятно. Скорее всего, на улицах Москвы появятся какие-то патрули, которые будут проверять, я не знаю, либо пропуска, либо те самые QR-коды. Нужно понимать, что на сегодняшний момент в Москве нет инфраструктуры для столь масштабного контроля. То есть нету столько их полицейских, нету стольких сотрудников Росгвардии, нет такого количества судов, и чтобы проводить заседания, потому что вас не могут просто так оштрафовать, должно быть судебное заседание, и суд должен решить, какой штраф вы заплатите. Друзья, в выходные я был в Шереметьево, и закрылись терминалы, практически полностью отменены международные рейсы. Сегодня за целый день из Шереметьево всего несколько международных рейсов, это из терминала Д, а терминал ЕФ полностью закрытый. Я предлагаю сейчас посмотреть, как выглядели терминалы 2 дня назад. Продажа авиабилетов работает только одна касса. Зато здесь ходят такие вот люди в защите. Видимо, это сотрудники, которые проверяют прилетевших пассажиров. Терминал F, как видно, нет ни одной машины. То есть совершенно пустые подъезды. Обычно здесь постоянно очень много машин, таксисты, но сейчас никого нет. Терминал F тоже должен быть закрыт. Сейчас посмотрим. Да, совершенно, посмотрите, на улице ни одной машины. Совершенно пустой перрон перед терминалом F. И сейчас отсюда тоже не выполняется ни одного рейса. Есть немного людей, но это, я так понимаю, это сотрудники Шереметьево, потому что ходит какой-то персонал, люди с бейджиками, пассажиров. Вот кто-то спит, но навряд ли они куда-то улетают. Ну и, собственно, зоны с регистрацией все закрыто. Возможно, какие-то рейсы обслуживаются, потому что вот там находится большое количество сотрудников МЧС. Ну и вот видно табло на весь день. 28 марта международные рейсы есть. Нью-Йорк отменен, Любляна отменен. Есть вот Стамбул и Женева, Берлин, Ереван, Баку, Будапешт отменен. Есть Лондон, Франкфурт, Стокгольм отменен, Лос-Анджелес. А дальше все отменено. Минск, Стамбул, Анталия, Женева, Лондон, Ереван. Остался Майами. То есть, по сути, есть несколько европейских рейсов, и все регулярные американские рейсы Аэрофлота выполняются. Обычно есть, конечно, вот это расписание на день, и то здесь большинство рейсов отменено. Обычно вот так вот выглядит расписание на несколько часов, потому что рейсов международных в Шереметьево очень много, но сейчас все отменено. Вы видите пустой терминал. Закрыта зона досмотра. Из терминала F нельзя войти. Сюда уже перекрыт подъезды к нему. Так вот выглядит пустой терминал. И кафе закрыто. Да, только сотрудники МЧС в каком-то огромном количестве здесь. Я не знаю, они куда-то либо улетают, либо прилетают. Это транспортная служебная служба. В Шереметьево почти нету людей.
Из Шереметьево Д, по идее, есть еще какое-то количество внутренних рейсов, поэтому здесь народ есть, потому что ФАИ это полностью международные. Но вот сегодня 28 число, со вчерашнего дня, по идее, отменены все регулярные чартерные международные рейсы, но самолет продолжает летать, то есть какое-то количество самолетов есть. Сейчас мы посмотрим расписание. Народу очень мало, регистрация на рейсы, людей практически нету. Но народ регистрируется, все, вот это, кстати, рейс в Китай. Так, ну тут вот есть рейс в Женеву. Вот, кстати, вот что интересно, в Баку, в Ереван, в Берлин, Франкфурт, Стокгольм и даже в Лос-Анджелес, смотрите. То есть какое-то количество рейсов отменено. Вот Лондон, еще другая Женева, Минск, Стамбул, Париж, Дели, они отменены. Но, например, вот Аэрофлот регулярный в Америку, он даже в Майами идет регистрация. Регистрация пассажиров на все рейсы авиакомпании «Аэрофлот» начинается за 6 часов и заканчивается за 40 минут до рейса. Сейчас посмотрим, как выглядят терминалы Е и Ф, которые, по идее, должны быть закрыты. Никогда вообще не видел закрытые терминалы. Здесь работают стойки регистрации, но, как видно, желающих улететь немного, потому что обычно здесь стоят какие-то адские толпы. Но здесь вот много людей, которые, я так понимаю, по каким-то причинам не улетели, и они здесь просто живут. Ну, кстати, а кофемания работает. А нет, не работает. Ну вот в терминале D еще есть какая-то жизнь. При этом они здесь даже не закрыли кафе. То есть, видимо, вот эти вот кафе не считаются как кафе. Люди сидят все вместе. Хотя уже сегодня запрещено, чтобы кафе работали. Должно быть только на вынос. Ну вот в Шереметьево еще некоторые точки продолжают работать. И здесь работает вот пограничный контроль. Это сейчас единственное место. Работает всего несколько кабинок, потому что другие терминалы закрыты. То есть все международные рейсы сейчас только через D. Да, я впервые вижу пустые терминалы полностью, потому что здесь обычно жизнь кипит, таксистов куча, не протолкнуться. Но сейчас, видите, нет рейсов, все отменено. Пустые подъезды, они перекрыты, то есть подъехать на машине сюда нельзя, можно только внутри через терминалы подойти. И есть немножко пассажиров, я подошел, спросил, они говорят, что это люди, которые по каким-то причинам не улетели. Я так понимаю, они ждут, чего-то ждут, не покупают билеты или не знают, куда им дальше лететь. А они пока просто сидят здесь в зале вылета и думают дальше о своей судьбе. И вот все эти люди, которые там были, это сотрудники МЧС, пожарно-спасательная служба. Куда-то огромный отряд пожарников летит. Мы сейчас из терминала F идем в Е. Это полностью международный терминал, и он тоже сейчас закрыт. А вот так вот выглядит зона прилета. Обычно здесь полно таксистов, которые вылавливают клиентов. Но сейчас какие-то редкие пассажиры, в основном тоже все чего-то ждут. Вот это вот выход из куда прилетают люди. Здесь обычно всегда куча встречающих. Здесь таксисты вот это вот хватают. Но сейчас двери закрыты, рейсов нет и все пусто. Нет ни таксистов, никого. Ну и вот так вот выглядит перрон терминала D. Обычно здесь постоянные пробки, куча машин. И сейчас есть какое-то количество такси. Он, видимо, какой-то рейс приехал. Сюда летает еще часть внутренних рейсов. То есть международные практически все отменили, а внутренние еще есть. Ну, таксисты пытаются отлавливать последних клиентов. Но вообще, конечно, вот кто знает, как это должно выглядеть, это просто непривычно пусто здесь. В терминале Е совсем нет жизни. Только одинокий Пушкин стоит. Все стойки закрыты, все закрыто. Ну, хоть немножко технических сотрудников. Вот так вот. Никогда бы не подумал, друзья, что некогда оживленный терминал я увижу таким пустым. Я много летаю, приезжал сюда в разное время. Конечно, бывает время, когда здесь действительно мало людей. Но чтобы вот все было вообще таким вымершим, я не видел никогда. Пустая Мясницкая улица, редкие машины и курьеры. Пока еще разрешено использовать личный автотранспорт. Говорят, что в ближайшее время должны будут ограничить такси, и будет какой-то, видимо, пропускной режим и с личным автотранспортом. То есть вам тоже нужно будет заполнять какие-то анкеты, получать разрешение на передвижение по городу. Вот часть ресторанов еще в выходные она работала на вынос. У них были открыты окошки. Сейчас вот я вижу, они закрыты. И работает вроде здесь только Бургер Кинг в центре. Он работал и в выходные. Они работают на доставку. И у них вот так вот организована очередь через вот несколько метров. Наклеены ленты, чтобы люди близко не стояли. Да, вот пустые московские улицы.
А вот так вот выглядит детский мир. Людей на улицах нету. Метро открыто, этот вход в метро. Людей на улицах нету. Видите, совершенно пустой тротуар. Вот до горизонта, может быть, несколько человек идет. Но автомобили ездят. Автомобильное движение есть. И очень много стоит таксистов. То есть таксистов прямо много. И у таксистов сейчас действительно такие не лучшие времена наступают. Потому что народ перестал передвигаться, сидит дома. И многие люди остаются без работы. А я хочу напомнить, что таксисты, они работают в основном не на зарплате. А то, что он сегодня заработает, то он вечером поест. И это действительно, я там посмотрел форумы, люди в панике. Они это буквально поставило их сейчас на грань существования. Непонятно, что делать. У многих долги, многие живут просто одним днем. И то, что они сейчас вынуждены простаивать без клиентов, это серьезная проблема. Друзья, я сегодня не так много ходил по улицам. Я дошел только от дома до работы. И по тем местам, по которым мне нужно было пройти, я не видел никаких усиленных полицейских патрулей. Я не видел сотрудников Росгвардии. Все как обычно, никто никого не проверял документы. Ну, в принципе, людей-то особо нету. То есть москвичи молодцы, соблюдают карантин. Напишите, пожалуйста, кто сегодня вышел на работу, кому нужно было выйти из дома. Напишите, видели ли вы что-то в Москве необычное, изменился ли как-то город, на ваш взгляд. В этой ситуации, еще раз, друзья, не забывайте, пожалуйста, о том, что помимо истории вот с эпидемией коронавируса, помимо финансового кризиса, который параллельно случился, и все это наложилось, не забывайте, пожалуйста, о своем психическом состоянии. То, что происходит, это сложно, неприятно, страшно. И многие люди начинают паниковать, многие люди начинают делать какие-то совершенно неразумные и нелогичные действия. Они начинают ругаться, кого-то оскорблять, устраивать паники, истерики. Ни к чему хорошему не приведет, потому что вот этот вот кризис и вирус паники, вот это психическое состояние многих людей, которые начинают действительно сходить с ума. Не все справляются с самоизоляцией, не все справляются с потерей работы, с вот этой неопределенностью, которая творится, и люди начинают действительно многие сходить с ума. Они совершают какие-то истерики, они ругаются со своими друзьями и родственниками, они совершают какие-то нелогичные, неразумные действия. Друзья, в этой ситуации я хотел бы вам напомнить, что кризис закончится. И вот эта вот история с коронавирусом, она тоже закончится, она не навсегда. Я хотел бы вас призвать сохранять спокойствие, сохранять благоразумие, не совершать ошибок, потому что все это рано или поздно закончится, а жить надо будет дальше. И хотелось бы пройти через это все, сохранив человеческое достоинство, не испортив отношения друг с другом, не наделав глупостей, ошибок, о которых вы потом будете жалеть. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких, постарайтесь в эти дни по максимуму ограничить свои контакты с другими людьми, самоизолируйтесь, соблюдайте дистанцию. Как никогда это сейчас важно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Всем пока!